В истории бокса было много чемпионов. Были техничные гении, которые выигрывали за счет мастерства. Были панчеры, способные закончить бой одним ударом. Были шоумены, которые превращали ринг в театр. Но был только один человек, чье имя вызывало не восхищение, а страх. Сонни Листон. Его кулаки имели обхват 38 сантиметров. Его взгляд журналисты называли взглядом палача. О нем рассказывали истории, которые больше напоминали городские легенды. Некоторые соперники признавались, что проигрывали ему еще до первого гонга. В начале 60-х годов Сонни Листон был абсолютным кошмаром тяжелого дивизиона. Пресса называла его чудовищем. Политики старались держаться от него подальше. А для миллионов американцев он был живым воплощением угрозы, которую невозможно контролировать. Но за этой стеной мышц и устрашающей репутацией скрывалась совсем другая история. История ребенка, родившегося в нищете. История человека, который не знал собственной даты рождения. История бывшего заключенного, ставшего чемпионом мира. И история смерти, которая спустя десятилетия продолжает вызывать больше вопросов, чем ответов. Сегодня на канале Стира Спорт мы разберем жизнь человека, которого боялись соперники, не принимало общество и так и не смогла понять собственная эпоха. Сонни Листон. Большой медведь, который сумел покорить вершину мира, но так и не нашел покоя. Сонни Листон не знал, когда он родился. Буквально. В его свидетельстве о рождении стоял прочерк. Позже он сам выбрал дату – 8 мая 1932 года. Но многие историки уверены, на самом деле он был старше как минимум на 5 или 6 лет. Он родился в Арканзасе, в семье издольщика. По сути, в семье человека, который всю жизнь работал на чужой земле и оставался бедняком. Сонни был 25-м ребенком у своего отца, Тоби Листона. Единственное, что он по-настоящему запомнил из детства – это голод и побои. Отец бил его так часто и так жестоко, что шрамы на спине остались на всю жизнь. Спустя годы Листон скажет: «У меня не было ничего, кроме побоев». В 13 лет он решил бежать. Бежать от отца, от нищеты, от жизни, которая не оставляла ему никаких шансов. Так Сонни оказался в Сент-Луисе. Огромный подросток, неграмотный, почти без денег, без будущего. Но была одна вещь, которую он умел делать лучше многих – драться. Улицы быстро приняли его. Сила Сонни производила впечатление еще до того, как он наносил удар. Вскоре он оказался связан с местными бандами. Его называли «желтой рубашкой» по цвету одежды, в которой он участвовал в налетах. Часто ему даже не приходилось применять силу. Люди видели его и сами отдавали все, что имели. Но улица редко прощает ошибки. В 1950 году правосудие настигло Сонни Листона. Приговор был суровым. 5 лет тюрьмы за вооруженное ограбление. Казалось, что его судьба уже определена. Но именно за решеткой Джефферсон-Сити произошло событие, которое изменило всю его жизнь. Тюремный священник, отец Алоис Стивенс, впервые заметил Сонни во время тренировки во внутреннем дворе. Позже он вспоминал: «Это был самый сильный человек, которого я видел в своей жизни». Стивенс наблюдал, как Листон работает по тяжелому мешку. Каждый удар заставлял цепи натягиваться до предела. Казалось, что еще немного, и крепление просто не выдержит. Священник понял, что перед ним не просто очередной заключенный. Перед ним находился человек с редким даром. Чтобы проверить свои догадки, Стивенс организовал необычный поединок. В тюрьму пригласили профессионального тяжеловеса, который согласился провести показательный бой ради развлечения публики. То, что должно было стать шоу, быстро превратилось в сенсацию. Сонни Листон нокаутировал опытного бойца всего за 2 раунда. Именно тогда многие впервые поняли: в стенах тюрьмы сидит будущий чемпион мира. В 1952 году Листон вышел на свободу условно-досрочно. Но свобода не означала независимость. В те годы профессиональный бокс принадлежал не только спортсменам. За кулисами этим миром управляли совсем другие люди. Одними из самых влиятельных фигур были Фрэнки Карбо и Блинки Палермо.
Люди, чьи интересы простирались далеко за пределы ринга. Они быстро поняли, какой потенциал скрывается в огромном тяжеловесе из Сент-Луиса. Для них Сонни Листон был не просто боксером, он был инвестицией, перспективным активом, человеком, способным принести огромные деньги. Так началась новая глава его жизни. Сонни выигрывал бой за боем, уничтожал претендентов, поднимался все выше в рейтингах, но вместе с успехом росла и его репутация. Для одних он был восходящей звездой тяжелого веса, для других – опасным человеком, которому не место среди героев спорта. К началу 60-х годов Сонни Листон превратился в неизбежность. Он буквально выкашивал тяжелый дивизион. Один претендент за другим пытались остановить его, и один за другим терпели поражение. Пока чемпион мира Флойд Паттерсон проводил защиты титула, Листон методично расчищал дорогу к вершине. Но существовала проблема. Америка не хотела видеть его чемпионом. Паттерсон был полной противоположностью Листона. Вежливый, скромный, глубоко верующий. Он был любимцем публики и идеальным лицом бокса для телевидения того времени. Листон же воплощал все, что пугало средний класс Америки. Бывший заключенный, человек с криминальным прошлым, молчаливый гигант с устрашающей репутацией. Но избежать этого боя было уже невозможно. 25 сентября 1962 года они встретились в Чикаго. Весь мир ожидал увидеть напряженное противостояние, но вместо этого увидел публичную казнь. Листону понадобилось всего 2 минуты и 6 секунд. 2 минуты и 6 секунд, чтобы уничтожить чемпиона мира. Флойд Паттерсон оказался на настиле ринга, а Сонни Листон стал новым королем тяжелого веса. Это был момент, которого он ждал всю жизнь. Мальчишка из Арканзаса, бывший заключенный, человек, который не знал собственной даты рождения, теперь был чемпионом мира. Но впереди его ждало самое болезненное разочарование. Когда Листон вернулся в Филадельфию с чемпионским поясом, он ожидал увидеть толпу. Он даже подготовил речь. Возможно, впервые в жизни он надеялся, что его примут. Но когда самолет приземлился, никакого праздника не было. Никаких восторженных поклонников, никаких поздравлений. Лишь несколько журналистов и пустота. В тот день Сонни Листон понял одну простую вещь. Он мог завоевать чемпионский пояс, но никогда не сможет завоевать любовь публики. Когда Сонни Листон стал чемпионом мира, он обнаружил, что корона – это всего лишь новая мишень на его голове. Пока пресса восхваляла правильных героев, Листон оставался чужаком, человеком, которого терпели, но так и не приняли. Со стороны казалось, что у него есть все – чемпионский пояс, деньги, слава. Но внутри Сонни все чаще сталкивался с тем, что невозможно отправить в нокаут – с общественным мнением. Он пытался измениться, участвовал в благотворительных мероприятиях, навещал сирот, старался чаще появляться перед камерами. Возможно, впервые в жизни Сонни хотел, чтобы люди увидели в нем не боксера, а человека. Но заголовки газет не менялись. Может ли бывший заключенный представлять Америку? Достоин ли такой человек звания чемпиона мира? Каждая победа Листона сопровождалась сомнениями. Каждое его появление – подозрениями. Со временем он начал понимать неприятную правду. Для многих людей не имело значения, что он делает сегодня. Значение имело только то, кем он был вчера. Его единственными союзниками оставались люди из тени. Те самые люди, которые помогли ему подняться наверх. И те самые люди, от которых невозможно было просто уйти. В этот период в глазах Листона появилась усталость, которую многие принимали за ярость. Он был самым опасным человеком на планете и одновременно одним из самых одиноких. Каждый новый бой все сильнее напоминал ожидание чего-то неизбежного. Словно Сонни уже понимал, система, которая помогла ему подняться на вершину, однажды потребует плату за этот подъем. К началу 1964 года Сонни Листон оставался самым страшным человеком тяжелого веса.
Большинство экспертов не сомневались в исходе его следующего боя. Молодой Кассиус Клей казался слишком дерзким, слишком разговорчивым, слишком самоуверенным. До первого гонга многие были уверены, что все закончится быстро. Но Клей сделал то, чего до него почти никто не делал. Он не испугался. Он смеялся над чемпионом, провоцировал его, нарушал все неписанные правила уважения к действующему королю дивизиона. А затем наступил вечер 25 февраля 1964 года. Майами. Один из самых неожиданных боев в истории тяжелого веса. После 6-го раунда Листон отказался продолжать поединок. Официальной причиной стала травма плеча, но практически сразу начали появляться вопросы. Слишком много вопросов. После поражения родилось множество версий. Одни считали, что возраст и годы тяжелой жизни наконец начали брать свое. Другие были уверены, что травма оказалась серьезнее, чем казалось со стороны. Третьи искали ответы в мире больших ставок, огромных денег и людей, предпочитающих оставаться в тени. Но настоящий удар по репутации Листона был еще впереди. Год спустя состоялся матч-реванш. Льюистон, штат Мэн. Бой, который навсегда вошел в историю благодаря так называемому «призрачному удару». Али нанес короткий правый навстречу. Листон оказался на настиле. Для одних все было очевидно. Чистое попадание. Для других вопросы остались навсегда. Прошли десятилетия. Сменились поколения. Но споры вокруг тех двух боев не утихают до сих пор. Мир увидел падение непобедимого монстра, а сам Сонни Листон словно потерял не только титул. Он потерял веру в игру, правила которой никогда не принадлежали ему. После поражения от Али Сонни Листон стал человеком из прошлого. Большой бокс двигался дальше. Начиналась эпоха нового короля, эпоха Мохаммеда Али. А для Листона оставались лишь тени. Он переехал в Лас-Вегас, город, который идеально подходил человеку с его прошлым. В Вегасе 60-х годов грань между законом и преступным миром была тоньше папиросной бумаги. Здесь никто не задавал лишних вопросов. Никого не интересовало, кем ты был вчера. Значение имело только одно – полезен ли ты сегодня. Листон продолжал выходить на ринг. Побеждал, нокаутировал, снова побеждал. Он одержал 14 побед подряд. Почти все досрочно. Но это уже не было дорогой к чемпионскому бою. Это была работа. Работа за деньги. Работа за возможность оставаться на плаву. 5 января 1971 года Джеральдин Листон вернулась домой после поездки к родственникам. Дом встретил ее непривычной тишиной, слишком долгой, слишком тяжелой. На кухне стояла еда. Еда, приготовленная несколько дней назад. Казалось, хозяин дома просто вышел ненадолго и скоро вернется. Но Сонни Листон уже никуда не возвращался. Она нашла его в спальне. Он лежал на кровати без признаков жизни. По оценкам следователей, смерть наступила несколькими днями ранее. Так закончилась жизнь человека, которого когда-то боялся весь тяжелый дивизион. Но на самом деле история только начиналась. Официальное расследование прошло быстро. Слишком быстро, как считали многие. Причиной смерти назвали передозировку героином, но почти сразу начали возникать вопросы. Много вопросов. Люди, близко знавшие Листона, утверждали, что он панически боялся игл. Даже обычные медицинские процедуры давались ему с трудом. Другие вспоминали странные события последних месяцев его жизни. Подозрительные встречи, неожиданные конфликты, автомобильную аварию, которую некоторые считали предупреждением. Со временем появились десятки версий. Одни обвиняли криминальный мир, другие говорили о долгах, третьи искали ответы в событиях, связанных с большим боксом 60-х годов. Ни одна из этих версий так и не была доказана, и, возможно, никогда уже не будет доказана. Сонни Листон унес ответы с собой, оставив после себя лишь вопросы. Сонни Листона похоронили на кладбище Парадайз в Лас-Вегасе. На его надгробии написано всего одно слово – «Человек».
Ни чемпион мира, ни легенда тяжелого веса, ни самый страшный нокаутер своей эпохи. Просто человек. Возможно, это самое точное описание всей его жизни. Мир видел в нем чудовище. Газеты видели преступника. Соперники видели угрозу. Но за всем этим стоял мальчишка из Арканзаса, который родился в нищете и всю жизнь пытался убежать от собственного прошлого. Он стал чемпионом мира, заставил бояться себя целую эпоху. Заработал больше денег, чем когда-либо мог представить ребенок с хлопковых полей, и все равно остался чужим. При жизни его боялись, его ненавидели, его использовали, и в конечном итоге забыли быстрее, чем он заслуживал. Но история Сонни Листона пережила всех, кто пытался ее написать. Потому что эта история не только о боксе. Это история о цене силы, о цене страха и о цене одиночества. Он победил многих соперников, но так и не смог победить обстоятельства, в которых родился. Сонни Листон ушел более полувека назад, но его взгляд со старых черно-белых фотографий до сих пор напоминает: на ринге можно победить любого человека, но невозможно победить время. И невозможно победить правила игры, которые были написаны задолго до твоего появления. С вами был Стира Спорт. До встречи в ринге.